Мир древних свитков богат на различные артефакты. Есть такие, которые приносят власть. Есть те, что несут проклятие. А есть маска Клавикуса Вайла, символ тщеславия и соблазна. И сегодня мы отправимся на север острова Варденфелл, чтобы найти артефакт, хранящийся в башне безумного мага. Добро пожаловать в Моровинд, ребятушки, и мы начинаем. Клавикус Вайл, также известен как князь сделок и обмана. Он щедро одаривает смертных магическими артефактами, но не бесплатно. Его маска, по преданию, усиливает привлекательность ее носителя, делает его желанным и уважаемым. Но цена... Всегда есть цена. В качестве примера я расскажу вам одну старую историю. Жила-была маленькая девочка по имени Авалея. Однажды она была изуродована жестоким слугой. Она отчаянно хотела, чтобы люди снова увидели в ней не чудовище, а человека. И Клавикус услышал ее молитвы. Девочка получила маску, и ее вид не изменился, но все вокруг стали любить и уважать ее. Вскоре она вышла замуж за барона, и, казалось, все закончилось счастливо. Но через год и один день Клавикус вернулся за своим. Маска исчезла, и барон выгнал Авалею прочь, беременную и одинокую. А спустя 21 год и один день ее дочь вернулась и убила барона, тем самым отомстив за свою мать. Спустя столетия маска оказалась в руках другого человека, мага по имени Сорквильд Ворон. Он поселился в башне у самого края Дагонфелла, на далеком острове Варденфелл. Сорквильд был одиночкой, его избегали даже местные. И вот однажды форт лунной бабочки начал получать жалобы. Странные огни, крики по ночам, исчезновение животных. Власти обеспокоились. И если ты заговоришь с комендантом форта Радом Твердосердечным, он попросит разобраться, ликвидировать угрозу. И если ты достаточно силен, ты примешь вызов. Башня Сорквильда ждет. Однако получить данное задание вы сможете только в том случае, если будете членом Имперского Легиона. Но чтобы получить ту самую легендарную маску, вступать в Легион вовсе не обязательно. Вы можете проигнорировать все предыдущие условия и сразу же направиться в Дагонфелл. Я слышала слухи о неком Сорквальде Вороне. Говорят, он не только мертвых тревожит, но и обладает необычайным даром убеждения. Сорквальд. Да, есть такой. Некромант. Поселился в старой башне на Южном островке. Люди его боятся. И не зря. Он может заговорить любого, заставить поверить во что угодно. Некоторые говорят, будто у него артефакт какой-то. Шлем или маска, что делает его слова слаще меда. Даже если он просит тебя прыгнуть в пасть к Дейдроту. Маска, говоришь? Интересно. Очень интересно. Дагонфелл остался позади, как и последние крупицы здравого смысла, по мнению местных. Но слухи о маске, дарующей почти божественное красноречие, слишком соблазнительны. Некромант Сорквильд. Если он действительно владеет таким артефактом, он опасен. Но и награда велика. Башня невелика, но охраняется. Несколько телохранителей вооруженных и достаточно опасных. Сам Сорквильд – колдун не из слабых. Его арсенал разрушения, поглощения магии, заклятия защиты. Он явно готовился. Но вся его подготовка идет на смарку, ведь перед ним легендарный герой. Ты побеждаешь и находишь то, что искал – маску. Артефакт Клавикуса Вайла. Железная маска с рогами и ухмылкой на лице. Она будто насмехается над тобой, но ты не замечаешь подвоха.
ты надеваешь ее. Она увеличивает твою привлекательность на 30 пунктов. Внушительная прибавка. Это значит, торговцы будут давать лучшие цены, собеседники станут доброжелательнее и покладистее. Защита у нее тоже достойная и надежность высокая. Маска не просто красивая, она полезная, но есть в ней и нечто большее. Она не делает тебя красивым, она заставляет других думать, что ты таков. И это суть Клавикуса Вайла. Маска не просто предмет, это сделка. Внешне безупречный артефакт, а на деле же иллюзия, способная управлять мнением окружающих. Сорквильд не захотел расстаться с ней. Даже перед смертью он жил с этим лицом, забыв свое собственное. Но теперь маска твоя. Ты можешь носить ее и наслаждаться вниманием. Или можешь отказаться и остаться собой. Что выберешь ты? Иллюзию признания или путь без масок? Пиши в комментариях, носил ли ты маску Клавикуса Вайла или оставил ее гнить в башне безумного мага. А может быть, ты просто коллекционер и предпочитаешь тащить всякие доэдрические штуки в свой карман без какой-либо цели. Ну, кроме, конечно же, коллекции. Вот такая вот история была у нас сегодня. Я надеюсь, она вам понравилась. И у меня на сегодня все. И услышимся еще на просторах Тамриэля. До встречи, друзья!